Привет, 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 песеры, с вами Морж. Я думаю, глядя на счет золотых монетах, вы понимаете, что сейчас будет. Но нет, вы ошибаетесь на самом деле. Не буду я сегодня все крутить до упора. Дело в том, что вчера в одной из групп ВКонтакте я прочитал, что там за 30 паков человек поймал все 3 эпика. Я такой, да, конечно, так не бывает. Тем не менее, я сегодня попробую это сделать. 30 паков, вот плюс-минус мой стандартный набор, обычно я открывал даже 20. Тут у нас Кройф, тут у нас Пуйоль. Конечно, это самые вкусные цели, деку немножечко похуже. Тем не менее, даже если он мне выпадет, это будет вполне себе неплохо. В общем, 30 попыток, конечно же, основная цель Кройф, и я надеюсь, вам интересно будет смотреть, как это все дело будет открываться. Если ты сам хочешь пооткрывать, ты из России, у тебя Android и ты играешь на мобильном устройстве, то можешь написать мне в личку в Телеграме, помогу тебе с донатом. Да, ребят, охренеть, очень вы удивитесь, потому что каждый день минимум пару человек таких находится, он платный. Представляете, я, оказывается, работаю 8 часов в день, 5 дней в неделю не для того, чтобы донатить хрен пойми кого я вижу в первый раз. Очень удивительно, тем не менее, так оно и есть. В общем, ссылки в описании, ссылки в закрепленном комментарии, а паки крутятся пока что. Да, с одной стороны, можно поймать здесь всех, в принципе, золота хватит, с другой стороны... Наверное, если бы вот прям мне везло, я бы ограничился Кройфом и Пуйолем. Все-таки деку я бы пропустил. У Барселоны много легендарных игроков, много, я уверен, будет эпичных игроков. Мы ждем обнову. Я абсолютно уверен, что добавят новые карточки. По сути, из эпиков у нас остался не вышедший только Арсенал, который может быть, ну, вот из 3 игроков то, что есть на данный момент. Поэтому, скорее всего, в следующий четверг у нас будет Арсенал. Будет Арсенал с Вейрой, Пересом и Юнбергом. Вот, ну, я думаю, за Вейрой тоже многие будут охотиться. Его эпичная карточка выглядит очень вкусно, она еще и со стилем разрушитель, а не от штрафной до штрафной, как у нас был последний иконик. Если вы помните. Так и у Барселоны много игроков подписанных, поэтому на позицию атакующий полузащитник тут конкуренция просто охренеть. Начиная от эпичного Роналдиньо от Барселоны, который, я уверен, все ждут, а там еще и Ривалдо, и Кройф становится на АПЗ, и... Опа! Ни хрена себе! Вот тебе 8-й пак, и я уже сходу ловлю эпика. Это я уверен, что сейчас будет деку, короче, и это, конечно, будет ни о чем. Konami обычно достаточно быстро дают первого эпика, но, к сожалению, чаще всего дают самого слабого Кройф. Ни хрена себе! 8-й пак, и мне выпадает Кройф. В принципе, мне кажется, на этом можно покопанинг заканчивать. Вот честно, все, как бы, 8 паков, 800 золота я забираю Кройфа, который будет на полной прокачке 99, ну, а со стилем, как вы понимаете, 100, потому что больше сотки у нас не бывает. Всего 8 игроков и Кройф на базе. Ладно, неужели все-таки удача, хотя прошлый мой покопанинг, как вы помните, тоже начинался, в принципе, с достаточно удачи, с 3-й попытки я поймал Кана, а в итоге... Хёнес мне выпал 150-м. Здесь Konami действительно, ну, такое ощущение, что что-то подкручивает. Первых 2 эпиков можно поймать достаточно быстро, а все-таки 3-й чаще всего выпадает уже, ну, очень-очень глубоко. И сливать на это приходится много. С одной стороны, я понимаю их, с другой стороны, с игроками нужно вести себя, ну, немножечко честнее. Все-таки согласитесь, когда у нас были иконики, можно было, блин, за 2000, и мне такое выпадало, я вам это показывал. Кстати, тоже была Барселона, и тоже, по-моему, с Кройфом, когда мне за 1000, по-моему, 300 золота или 1400 золота выпало 3 иконика, все 3 разные, и всех 3 у меня не было. Это, конечно, было охренеть, это была красота. Вот, но все равно там люди сливали, ну, 5000, ну, 6000, ну, 7, хорошо. Даже до 10 доходило, ладно. Но когда здесь чуть ли не 15 нужно влупить... Каждый раз, если тебе нужны все 3, Konami, по-моему, вы немножечко перегибаете палку. И главное, вы перегибаете палку в статах этих игроков. Вот почему команда недели у нас имеет все стили по 90, а эпикам вы такое сделать не можете. Разве это сломает баланс, если у эпиков будут все стили по 90? А прокачать им эти стили, ну, достаточно много нужно статов кинуть. Поэтому я считаю, что это нужно делать. Эти игроки гораздо дороже, чем команда недели. При всех раскладах. Баланс это не сломает, игру это не убьет, какого-то дикого возмущения у игроков, которые не донатят, это не вызовет, это принялось бы как данность, потому что, ну, типа, это самые лучшие карты в нашей игре на данный момент. Вот. И почему это не сделано, я не понимаю. То есть, понимаете, Konami работает такое ощущение, правая рука не знает, что делает левая. С одной стороны, они делают вот классный прикол с командой недели, с вот этими стилями, то, что ты не напрягаешься, и под любой стиль этот игрок играет. Это классно, это здорово, это замечательно. На самом деле, добавили бы еще тренеров, у которых
которых несколько стилей в нормальных показателях, было бы вообще супер. Чтобы по ходу игры можно было это нормально менять, классная футбольная фишка была бы. Вот. А с другой стороны, вот вам вторая рука делает эпиков, и эту же хорошую идею она здесь не реализует. Почему? Ну, я, как всегда, развожу руками. Непонятно, к сожалению, непонятно. Вот по команде недели у меня... По карточкам Konami нет вопросов. И действительно, карточки крайне интересные. Те, кто подписан на мой телеграм, видели, вчера я выкладывал скриншоты. Некоторые начали мне сразу долбать в личку. Может, оно не отображается. Да, оно не отображается на этой позиции, этот рейтинг. Я что, виноват, что японцы не могут сделать динамический рейтинг? Любой нормальный человек, ну, как бы может догадаться, что, ну, не может быть, вы когда переставляете, да, с одной позиции на другую, те, которые прописаны, типа, основными у игрока, и у него рейтинг не меняется. Ну, я думаю, любой нормальный человек может догадаться, что он должен измениться, потому что там чуть другие статы играют, он хотя бы на единичку должен меняться, как у нас менялось в 21 части. Сейчас у нас не меняется, да? Просто потому, что Konami было впадлу прописать динамический рейтинг. Но, к сожалению, не все такие догадливые, тем более не все смотрят мои видео, хотя подписаны и сразу же быстро находят мне в личку, чтобы в нее насрать своими умозаключениями. Вот, тем не менее, видео они пропускали, где я показывал, как считается общий рейтинг, как он считается от позиции, что влияет, что не влияет. В принципе, я думаю, достаточно подробно все рассказал. Вот. Но такие люди всегда найдутся, поэтому, ребята, можете стучать, можете не стучать, ну, как бы я просто удаляю эти сообщения, я не собираюсь вступать с вами в какие-то споры, в какую-то полемику и все прочее. Те, кто хочет что-то узнать, они смотрят и узнают. Те, кто не хочет, ну, я вам не мама, не папа, чтобы вас учить, вот честное слово. Тут все у нас чисто по желанию. Да, и отдельно хочется сказать, ребят, которые сразу в личку мне скидывают голосовые сообщения, даже не спрашивая, удобно ли мне их слушать или неудобно, мне все равно, по какому вы вопросу. Может, вы хотите заказать у меня рекламу за 100 тысяч миллионов долларов. Хорошо, если ты сходу начинаешь с неуважения, начинаешь с войса, который, ну, мне нахрен как бы не нужен, то ты сходу летишь в бан, и я с тобой разговаривать ни о чем не буду. Может, и с самыми прекрасными намерениями, но чуть-чуть хотя бы культурным нужно быть. Это тоже такое предупреждение. Вот. Если ты мне напишешь, там, типа, можете, удобно послушать войс, я напишу либо удобно, либо неудобно, тогда окей. А вот это вот начинать сразу диктовать свои правила, да пошел ты нахер, вот честное слово. Можете обижаться, можете не обижаться. Итого, 30 паков и, да, самый лучший улов, который в принципе мог быть, если не считать того, что эпик у меня выпал всего лишь один. К сожалению, Пуйоль мне не выпал, было бы вообще шикарно просто за 30 паков поймать еще и Пуйоля, но, к сожалению, этого товарища мне не дало. Вот по деку абсолютно не расстроен. Мне не кажется, что он будет чем-то интересным. Мне кажется, он будет просто хорошим распасовщиком. Ну, судя, по крайней мере, по начальным статам и как это все дело можно выводить. А Кройф действительно красавчик, который и завершит, и отдаст передачу, и с навыками у него там все очень даже хорошо. Ну что ж, надеюсь, вам в пак-опенинге тоже повезло. Полезные ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Ребят, Кройф это топчик. Вот, наконец-то хороший пак-опенинг эпиков. На этом прощаюсь, как всегда, пока-пока.